когда я затормозил, чтобы пропустить дорогу спешащей даме, только что вышедшей из аптеки, жаждущей показать заслуженно несчастному мужу свои новые опухшие губы благодаря мази для куклок губ с перцем чили, тщательно восхваляемый дежурным фармацевтом аптеки открыть для экстренных случаев, свист тормозов был воспринят дамой как комплимент к результату действия мази. Пронзительное шипение тормозов, теперь железно по железу. Он принял за льстивый свист отзыва грубого алфа-самца из Малайзии, полагая таким образом, что мать дала превосходный результат. Однако он выступил против меня, посчитав это неприемлемым актом освистывания. Поэтому, чтобы избежать недоразумений в будущем, я оперативно выбрал и заказал более дешевые передние и задние тормозные колодки именно с хорошими техническими характеристиками и большим количеством положительных отзывов, которые я посчитал вполне реальными, чтобы иметь возможность потратить десятую часть стоимости колодки профессиональный механик, впервые собирающий их в одиночку, комфортно в пижаме и тапочках. После просмотра мотивационного видео, в котором индейцы в туниках и шлепанцах регенерируют тормозные колодки, сжимая песок ганги, смешанный с дымящимся коровьим навозом. При замене тормозных колодок способ втягивания поршня различается для передних и задних тормозов. Для передних тормозов процесс, как правило, проще. Для отталкивания поршня назад используются простые тиски подходящего размера или что-то подобное. Просто поместите инструмент между поршнем и тормозным суппортом и постепенно затягивайте его, пока поршень полностью не втянется. Вращение поршня не требуется, поэтому работа выполняется напрямую и быстро. Ситуация меняется с задними тормозами, особенно с интегрированным поршнем-стояночным тормозом. В этом случае, чтобы втянуть поршень, недостаточно просто сжать его, необходим специальный инструмент, позволяющий вращать и сжимать поршень одновременно. Вращение имеет решающее значение, поскольку внутренний механизм стояночного тормоза требует, чтобы поршень был вкручен обратно в корпус. Попытка сжать поршень, не вращая его, может привести к повреждению механизма стояночного тормоза, что поставит под угрозу безопасность и эффективность тормозной системы. Еще одним важным аспектом при замене тормозных колодок является проверка правильности фиксации и затяжки крепежных винтов. Это гарантирует, что тормозной суппорт надежно закреплен на кронштейне, а тормозные колодки работают эффективно и безопасно. Недостаточная затяжка может вызвать вибрацию шума или, что еще хуже, неисправность тормозной системы. Дальнейшие трудности могут возникнуть из-за застрявших или сорванных винтов. Разрешение подобных ситуаций без причинения вреда требует внимания и точности. Использование соответствующих инструментов и правильная техника необходима для удаления застрявших винтов без повреждения резьбы или других компонентов тормозной системы. Кроме того, при замене тормозных колодок важно тщательно очистить тормозные суппорты и смазать движущиеся части специальной смазкой, устойчивой к высоким температурам. Совместимые смазки включают смазки на основе силикона, синтетические смазки, специально предназначенные для тормозных систем, и медную смазку, которая особенно полезна благодаря своей устойчивости к высоким температурам и предотвращению заедания тормозных компонентов. Также желательно всегда заменять самоконтрящиеся винты, чтобы обеспечить максимальную безопасность и целостность тормозной системы. Задние колодки, которые я купил, марки Automentum, производства Испании. В комплект помимо колодок входит набор самоконтрящихся винтов и пакетик с маской. Передние колодки марки Stealth, производства Германии, оснащены датчиком износа, который я сниму, поскольку он не предназначен для моей машины. Инструмент для втягивания поршня представляет собой базовую универсальную модель пары адаптера. Каждый комплект тормозных колодок в настоящее время стоит около 15 евро, а токатель поршня на Amazon стоит около 10 евро. Сняв старые колодки, тщательно очистив и переместив поршень суппорта заднего тормоза назад с помощью соответствующего толкателя поршня, который благодаря двум шпицам, имеющимся в адаптере, также может одновременно легко его вращать, смазывая и вставляя обратно подвижные цилиндрические штырьки, проверив целостность всех резиновых деталей. Новые колодки подходят идеально, поэтому я перемещаю тормозной суппорт и закреплю его новыми самоконтрящимися винтами с шестигранной головкой 13 мм, стараясь затянуть их правильно, не переусердствуя, чтобы не повредить, поскольку у меня их имеется подходящий динамометрический ключ. Еще раз проверив и убедившись, что не осталось остатков, которые иногда кажутся материализующимися из ниоткуда, но, возможно,
позывной код, потому что я купил ему субвиндовую икону, которая ему не нравится, что-то об этом знает, я собираю колесо, затягивая болты на отметке 120 ньютон-метров динамометрическим ключом, купленным в Lidl за несколько евро. Я снимаю переднее колесо, чтобы также заменить передние тормозные колодки, которые наверняка будут изношены больше, чем задние. Брызгивый разблокировщиком забыл D40 на вероятно заблокированные винты, учитывая, что предыдущий механик, возможно, тоже с непослушной кошкой, не поставил необходимой пыли. Жду несколько минут и шестигранным ключом на 7 мм откручиваю болты крепления и скольжения суппорта. Так как на крае диска из износа образовалась цепленка, то для снятия суппорта отодвигаю поршень немного назад, поджимая его большое шлицевое отверстие, так как одновременное вращение поршней передних суппортов не требуется. Я привязываю суппорт к амортизатору, чтобы вес не повредил гидравлический шланг. Я освобождаю старые колодки, потянув за них ослабив эластичные крючки с помощью отвертки. Действительно, износ сравним с бороздами, вырытыми паломниками, которые на коленях пользуют по драгоценному мрамору, тщательно выбранному дежурным папой, чтобы получить чудо вечных тормозов. Вставляю плоский переходник, толкатель поршня и вставляю его в суппорт так, чтобы поворот бесконечного винта заставлял поршень двигаться назад. Если гидравлическая система, управляющая суппортом, цела, она не требует никакого вмешательства, поскольку представляет собой замкнутый контур, уровень масла в бачке просто увеличится из-за движения поршня назад. Датчик износа встроенный в колодку снимаю, так как для данной модели автомобиля он не нужен. Я вставляю новые подушечки, которые соединяются друг с другом с помощью встроенных эластичных упоров. Пылесосом, старой зубной щеткой и проволочной щеткой для дрели удаляют скопившуюся на тормозах пыль, особенно в местах контакта колодок. Точки опоры колодок смазываю специальной смазкой, оставшейся из пакетика, входящего в комплект задних тормозов, с помощью кисточек для крепежных болтов, которые одновременно выполняют ролл направляющих. Я использую литиевую смазку для механических передач. Эти компоненты необходимы для правильного функционирования тормозной системы, позволяя суппортам свободно перемещаться и поддерживая правильное выравнивание тормозных колодок с роторами. Я переставляю суппорт, устанавливая его точно так, как он был до разборки, и вкручиваю крепежные болты, затягивая их, не преувеличивая силу, так как подходящего динамометрического ключа у меня нет. Я еще раз все проверяю и собираю колесо, затягивая болты примерно до 120 Нм, как указано материнской компанией для этой модели. Перед проверкой новых тормозов рекомендуется начать с медленного движения и легкого торможения, чтобы проверить правильность работы.
Поначалу избегайте резкого торможения и постепенно прогревайте тормозы, несколько раз умеренно нажимая на них, чтобы колодки прилегли к диску. На первых километрах важно избегать длительного или чрезмерного торможения, чтобы не допустить перегрева тормозов. Обращайте внимание на любые странные шумы и вибрации, при наличии отклонения остановитесь и проверите тормозную систему. Несмотря на то, что я не возлагал больших ожиданий на эти тормозные колодки среднего и низкого диапазона после радужного обслуживания от Automentum и Stealth. После нескольких сотен километров обкатки по холмам с видом на море Нижнего Мализи я начал замечать явное общее улучшение, особенно в модульности торможения, которое способствует более спокойному динамическому поведению. Также практически отсутствует вибрация даже при полном нажатии педали в случае резкого торможения. Улучшенная эффективность торможения и менее инвазивное вмешательство системы ABS и ESP. Чтобы проверить совместимость и текущие цены, вы можете воспользоваться ссылками в описании ниже. Так что, если у вас есть или вы можете приобрести методы для качественного выполнения работы, это, безусловно, того стоит честь. Возможно, с сэкономленными сотнями евро совершите прыжок здесь, в небытие Мализи, способное открыть новые свободные горизонты, где тебе всегда рады, несмотря ни на что, чем ты так трепетно себя наполнил. Вместо этого те, кто уже находится в Мализи, просто сэкономить деньги, чтобы купить сотни экологически чистых шашлыков, приготовленных из мяса старых овец, умерших естественной смертью под присмотром пастуха Фернандо. После жизни, проведенной заживанием вкусных диких животных, трава, прогуливаясь по высокогорью Маэллы, думая о том, как рай мог бы быть лучше, и уменьшилась, пусть и незначительно, вероятность обнаружить влажные ноздри дикого кабана, которые не переходят дорогу по пешеходному переходу, величие глубоко стекло из-за эффекта сосуд. Это позор для продаж мази для губ с перцем чили, которая, учитывая сокращение свиста на улице, вероятно, упадет. Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, я был вам полезен и приятно развлек. Если вы еще этого не делали, делитесь, комментируйте, ставьте лайки, смотрите другие видео, выражайте суперспасибо и подписывайтесь на канал. Спасибо за поддержку. Пока-пока.